Итак, мы выехали на острова, и это дорога номер 1, которая ведет на юг по всем этим островам до Ки-Веста. Посмотрите, какие чистейшие пляжи. Может, вы ожидаете от нас какой-нибудь местной еды? Так вот, в этот приезд мы решили сосредоточиться на свежей органической еде. Отсюда и пошло название Ки-Вест, потом английское. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Его на прокат, потому что первые 5 дней в Майами мы катались на Веспе, это очень мобильно, очень удобно, причем нам дали лучше, чем мы заказывали, и вот это наш друг на ближайшие дней 10. Итак, мы выехали на острова, которые называются здесь Кейс. Вот первый остров был Ки-Ларго. И это дорога номер 1, которая ведет на юг по всем этим островам до Ки-Веста. Порядка 120-125 миль, по-моему, от начала до конца. То есть это где-то 230 километров. Изначально эта дорога была железная дорога. В 1935 году какой-то сильнейший ураган на Карибах. И эту железную дорогу размыло. И у железнодорожной компании частной, у них не было капитала для того, чтобы ее восстановить. И она так и стояла разрушенная местами. Потом штат Флорида ее выкупил и сделал эту прекрасную дорогу. Вот она считается одной из самых красивых дорог в мире. Давайте посмотрим. И вообще это уникальное место. То есть это тропические острова Карибского бассейна, которые соединены такой дорогой. Вот Ки-Вест, на котором мы сегодня заночуем. Стоит. Это же у них вот эта центральная пешеходная улица. Вот, налево и направо. Ага. Я просто шла по улице, и он лег ко мне на ручки. Его зовут Bird. Очередное солнце, которое мы видим, его рождение. Безусловное преимущество джетлегов, когда ты прилетаешь в Америку, это ежедневные рассветы. Мы не пропустили в этот раз еще ни одного. Мы находимся на White Piers, на Ки-Вест. Прямо в момент восхода солнца начинается новый день. Это уникальное место. Мы зашли в самую южную точку Соединенных Штатов Америки. До Кубы ровно 150 километров, 94 мили. Первые колонизаторы, испаноговорящие, которые сюда приехали, и, кстати, полностью уничтожили всех индейцев, как всегда, которые здесь жили. Остров был покрыт костями этих индейцев и назывался по-испански Кайо Весо, что значит костяной ключ. Поэтому отсюда и пошло название Ки-Вест, потом английское. Так что это остров на костях, несмотря на то, что это рай.
самая известная точка на Ки-Весте, как вы видите, судя по очереди. Это такой каменный буй, который считается самой южной точкой, да, на Ки-Весте. Но мы сегодня с утра были гораздо более южнее, гораздо более саудернее. Поэтому нужно им, наверное, сказать, чтобы они не стояли в очереди. Приезжайте на Ки-Вест, здесь так классно, посмотрите, какие чистые пляжи. Бороды кубинских женщин оказались на местном пляже. Мы приоделись, точнее хотели прираздеться, взяли с собой купальники, переоделись и решили, что мы сейчас здесь поплывем. Будут пальмы, кокосы и чистая вода. Но мы пойдем обратно в душ, я понимаю так. Новое, только успеваю переваривать. Может, вы ожидаете от нас какой-нибудь местной еды? Так вот, в этот приезд мы решили сосредоточиться на свежей органической еде, на суперфудах, немножечко поддержать все это уже не модное, но очень вжившееся в нашу жизнь течение. Мы нашли одно такое заведение, называется Date and Time, финик и тимьян. Взяли супербоул со всякими суперфудами на основе йогурта, мне кажется, или смузи. Еще взяли тост с авокадо. Я пью сок петрушка, кейл, огурец, как-то так. Вот. И здорово, что в малюсеньком острове в 25 тысяч человек населения и есть такие заведения. У нас таких нет. Ки-Вест оказался достаточно туристическим местом. Нам не забыли напомнить о том, что чекаут у нас в 11 часов, нагло ввалившись в номер. Да, немножко так потоково, знаете, то есть я это называю синдром Крыма. Когда, ну, не нравится, валите отсюда, приедут другие. Это особенно бросается здесь в глаза в Америке, да, когда здесь все для человека, и ты чувствуешь этот сервис везде, который тебя так обволакивает спокойно. Здесь немножко почувствовали такой холодочек, но оно немножко не так, как на севере. Плюс в месте, где растут кокосы по $5. Так да, чтобы не расслаблялись. Да, меня неприятно удивили, ну, то есть отсутствие пляжей, как в принципе на Ки-Весте. Мы не нашли, да, какие-то странные водоросли. Да, все по тропической жаре ходят, гуляют, но никто не купается. Ну, что понравилось? Очень интересная архитектура колониальная, да? Такие городочек очень-очень милый. Милый, да, беленькие домики. Мы хотели пойти в дом-музей Эрнеста Хемингуэя. Но там уже в 9 или сколько, в полдевятого утра стояла очередь, как в мавзолей. И мы решили, что в другой раз, наверное. Другой, которого не будет. Да, в другой жизни. Ну, то есть примерно понятно, что в доме музея Хемингуэя находится его рабочий стол, его кровать, его кухня, это бар. Путешествие по музеям с Андреем Клименко. Барчик, где стоит ром и сигары. Я не знаю, там Хумидор остался с сигарами или нет. Едем, возвращаемся на материк. Да, мы сейчас уже прощаемся с Атлантикой. Как это не прискорбно. Переходим на Мексиканский залив. И поедем вдоль Мексиканского залива, вдоль всего побережья, прямо туда, к Луизиане. Дальше продолжим свое путешествие по Флориде уже на материке. Лучших пляжей Флориды. Это то место, где отдыхают сами американцы. Остров знаменит тем, что после каждого шторма сюда съезжаются любители ракушек. Здесь настолько белый песок, что как будто бы ты на лыжной трассе. Сейчас у нас точится ланч с самым невероятным видом, который только может быть здесь.